800 миллионов лет она провела под землей, но осталась самой красивой женщиной на Земле. Кто она? Спящая красавица? Инопланетянка? Богиня красоты? А может, именно она является предком всего человечества? Привет! Сегодня мы перенесемся в село Ржавчик, Тисульский район, Кемеровская область. Именно здесь было обнаружено странное захоронение. В 2-метровом мраморном саркофаге лежит прекрасная молодая женщина, а рядом с ее головой черная загадочная металлическая коробка. Когда мы открыли саркофаг, то обнаружили, что он до краев был наполнен розово-голубой кристально чистой жидкостью. В нем лежала высокая, около 180 сантиметров, стройная, внеземной красоты женщина, лет 30, с тонкими европейскими чертами лица и большими, широко раскрытыми голубыми глазами. Спецназ экстренно оцепил весь район и начал проводить раскопки. Говорят, в этом месте были найдены еще 2 саркофага, и все это, естественно, засекречено. Люди, жившие там в то время, говорят, что все они дали подписку о неразглашении. В итоге принцессу увезли в неизвестном направлении, и больше ее никто не видел. Очевидцы один за другим стали умирать при загадочных обстоятельствах. Люди стали покидать эти края, и с 1969 по 2019 год население района уменьшилось почти в 6 раз. Сейчас в селе проживает всего 245 жителей. В гробу лежала женщина, лет 35, а глаза ее похожи на небо. Рядом с головой лежала коробочка, которая мигала несколькими цветами: белым, красным, синим и зеленым. Ее лицо — такое впечатление, как будто она только что заснула. Но спит она уже 800 миллионов лет. Для сравнения, динозавры появились около 230 миллионов лет назад, а первые растения примерно 450 миллионов лет назад. Изначально гроб с телом женщины стоял в деревянном склепе посреди чащи леса. Со временем склеп полностью врос в землю, разрушился и без доступа кислорода в течение сотен миллионов лет превратился в монолитный пласт угля. Скорость современного накопления торфа составляет около 1 мм в год. Исходя из этого, возраст захоронения составляет 800 миллионов лет, что опровергает теорию Дарвина о происхождении человека. Когда о находке сообщили в администрацию района, очень быстро прилетел вертолет, и саркофаг попытались затащить туда. Он был слишком тяжелым. Тогда решили слить жидкость. Принцесса тут же почернела. Один рабочий даже попробовал жидкость на вкус. Вскоре он сошел с ума и насмерть замерз на пороге собственного дома. Свидетели, обнаружившие саркофаг в этом же году, по-моему, 6 человек померли. Автокатастрофы, болезни и прочие случаи. Погибли все 6 рабочих, находящиеся в шахте в тот день. 50 лет назад в селе Ржавчик, Кемеровская область, в шахте на глубине 70 метров нашли древний саркофаг, внутри которого в кристально чистой розовой жидкости покоилась молодая женщина невиданной красоты. В изголовье у нее лежала черная коробка. Сельчане уверяют, что наблюдали за ней 3 часа, рассматривали одежду из материалов, которые у нас еще даже не выпускают.
Густые рыжие волосы до пояса слегка прикрывали покоящиеся вдоль туловища нежные белые руки с аккуратно подстриженными ногтями. Женщина была одета в белоснежное прозрачное платье, длиной чуть ниже колен. Возле ее головы лежала черная прямоугольная, закругленная с одного края металлическая коробка, что-то вроде сотового телефона. По некоторым мнениям, древние люди предвидели гибель своей цивилизации и поэтому прорубили глубокую шахту и надежно замуровали в ней посланца с важной информацией для потомков. В назначенный срок металлическая коробка, лежавшая в изголовье, должна была послать биороботу сигнал, который активирует его деятельность. Обладая огромной мощью, Тисульская принцесса должна была выбраться на поверхность и передать людям важную информацию о достижениях и открытиях некогда существовавшей цивилизации. Всех, кто стоял у гроба, люди в форме переписали и велели забыть, что они видели. Они начали бурить шахты с целью найти источник вечной молодости. Все кругом было оцеплено колючей проволокой. Кругом войска. Всех разгоняли по домам, запрещали выходить на работу, пускали только до магазина и обратно. Исследователи полвека пытаются понять, куда исчезла принцесса и почему те, кто нашел ее, таинственным образом уходили из жизни. Почему старожилы села Жавчик до сих пор так боятся говорить о ней. Пришли дяденьки и сказали, что у вас всех была групповая галлюцинация. Кто не понял, просим пройти с нами. Почему все молчат? Я не знаю. Видно, всех, кто там был, так хорошо прокодировали, что они ничего не помнят, а те, которые выжили, не хотят вспоминать. Стали выдвигать версии, что это принцесса, биоробот, инопланетянка, что это гробница богов, но генетический анализ тела женщины показал ее стопроцентную однотипность с современным русским человеком. Типа такая розовая жидкость, похожая на какой-то раствор. Они этот раствор хотели слить. Тогда у нее лоб начал чернеть прямо на глазах. Раствор поспешно залили обратно, и тело снова приобрело прежний вид. Женщины с невиданной красотой. Говорили, что какой-то катаклизм или еще что-то погубило древнюю цивилизацию. И вот как раз она осталась напоминанием, что жизнь на Земле была до этой великой катастрофы. И придет время, когда принцесса проснется. Тисульская жемчужина. В 1969 году, недалеко отсюда, при разработке угольного пласта обнаружено захоронение. В 2-метровом мраморном саркофаге лежала прекрасная молодая женщина. Исходя из возраста угольного пласта, в котором был найден саркофаг, женщину похоронили несколько сот миллионов лет назад. Кто же ты, загадочная девушка с божественной красотой и таинственными глазами? Какова цель твоего прибытия на планету Земля? И самое главное, где ты сейчас? Сегодня у меня нет ответов, но рано или поздно тайное всегда становится явным. Береги себя. Пока.